Здравствуйте, друзья! Бесплатная энергия эфира. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Бесплатная энергия эфира. Есть ли она на самом деле или это вымысел? Эйнштейн ошибался или врал умышленно? Хочу поделиться с вами информацией к размышлению. Возможно, это вымысел, а возможно и правда. Мыслящий человек разберется в этом, а я уверен, что вы, мои зрители, люди мыслящие. Есть множество фактов, что возможно существование энергии эфира. Эти факты тщательно скрываются по неизвестным причинам. Я хочу поделиться с вами информацией, которая поможет пролить свет на тайну эфира. Как и Тесла, Эйнштейн также знал про эфир, но усиленно скрывал информацию про него. Эйнштейн ошибался или врал умышленно? Давайте разберемся. Далее пойдет информация из одной статьи. Эту рукопись дал мне мой знакомый. Он был в США и на уличной распродаже в Нью-Йорке купил себе старый пожарный шлем. Внутри этого шлема, видимо, в качестве подкладки лежала старая тетрадь. Тетрадь была с тонкими обгоревшими обложками, и от нее пахло плесенью. Ее пожелтевшие листы были исписаны выцветшими от времени чернилами. В некоторых местах чернила так сильно выцвели, что буквы едва угадывались на пожелтевшей бумаге. Кое-где большие участки текста были совершенно испорчены водой и представляли из себя светлые чернильные пятна. К тому же края у всех листов обгорели, и некоторые слова исчезли безвозвратно. Из перевода я сразу понял, что эта рукопись принадлежит известному изобретателю Николе Тесле, который жил и работал в США. Много труда было потрачено на обработку переведенного текста. Кто работал компьютерным переводчиком, тот хорошо меня поймет. Много проблем было из-за потерянных слов и предложений. Много мелких, но может быть очень важных деталей этой рукописи я так и не понял. Надеюсь, что эта рукопись приоткроет вам некоторые загадки истории и мироздания. Сейчас много говорят о теории Эйнштейна. Этот молодой человек доказывает, что никакого эфира нет, и многие с ним соглашаются, но, по-моему, это ошибка. Противники эфира в качестве доказательства ссылаются на эксперименты Майкельсона-Морли, которые пытались обнаружить движение Земли относительно неподвижного эфира. Их эксперименты закончились неудачей, но это еще не означает, что эфира нет. Я в своих работах всегда опирался на существование механического эфира и поэтому добился определенных успехов. Что представляет из себя эфир и почему его так трудно обнаружить? Я долго думал над этим вопросом и вот к каким выводам пришел. Известно, что чем плотнее вещество, тем выше скорость распространения в нем волн. Сравнивая скорость звука в воздухе со скоростью света, я пришел к выводу, что плотность эфира в несколько тысяч раз больше плотности воздуха. Но эфир электрически нейтрален, и поэтому он очень слабо взаимодействует с нашим материальным миром. К тому же плотность вещества материального мира ничтожна по сравнению с плотностью эфира. Это не эфир бесплотен, это наш материальный мир является бесплотным для эфира. Несмотря на слабое взаимодействие, мы все же ощущаем присутствие эфира. Пример такого взаимодействия проявляется в гравитации, а также при резком ускорении или торможении. Я думаю, что звезды, планеты и весь наш мир возникли из эфира, когда по каким-то причинам часть его стала менее плотной. Это можно сравнить с образованием пузырьков воздуха в воде, хотя такое сравнение очень приближенное. Сжимая наш мир со всех сторон, эфир пытается вернуться в первоначальное состояние, а внутренний электрический заряд в веществе материального мира препятствует этому. Со временем, потеряв внутренний электрический заряд, наш мир будет сжат эфиром и сам превратится в эфир. Из эфира вышел в эфир и уйдет. Каждое материальное тело, будь то Солнце или самая маленькая частица, это область пониженного давления в эфире. Поэтому вокруг материальных тел эфир может оставаться в неподвижном состоянии. Исходя из этого можно объяснить, почему эксперимент Майкельсона-Морли закончился неудачно. Почему эксперимент Майкельсона-Морли по обнаружению эфирного ветра показал нулевой результат? Чтобы понять это, перенесем эксперимент в водную среду. Представьте, что вашу лодку крутят в огромном водовороте. Попробуйте обнаружить движение воды относительно лодки. Вы не обнаружите никакого движения, так как скорость движения лодки будет равна скорости движения воды.
Заменив в своем воображении лодку Землей, а водоворот эфирным смерчем, который вращается вокруг Солнца, вы поймете, почему эксперимент Михельсона-Морли окончился неудачно. В своих исследованиях я всегда придерживаюсь принципа, что все явления в природе, в какой бы физической среде они ни происходили, проявляются всегда одинаково. Волны есть в воде, в воздухе, а радиоволны и свет – это волны в эфире. Утверждение Эйнштейна в том, что эфира нет, ошибочно. Трудно представить себе, что радиоволны есть, а эфира, физической среды, которая переносит эти волны, нет. Эйнштейн пытается объяснить движение света в отсутствие эфира квантовой гипотезой Планка. Интересно, а как Эйнштейн без существования эфира сможет объяснить шаровую молнию? Эйнштейн говорит, эфира нет, а сам фактически доказывает его существование. Взять хотя бы скорость распространения света. Эйнштейн заявляет, скорость света не зависит от скорости движения источника света. И это правильно. Но это правило может существовать только тогда, когда источник света находится в определенной физической среде – эфире, которая своими свойствами ограничивает скорость света. Вещество эфира ограничивает скорость света так же, как вещество воздуха ограничивает скорость звука. Если бы эфира не было, то скорость света сильно бы зависела от скорости движения источника света. Поняв, что такое эфир, я стал проводить аналогии между явлениями в воде, в воздухе и в эфире. И тут произошел случай, который очень помог мне в моих исследованиях. Как-то раз я наблюдал, как один моряк курил трубку. Он выпускал изо рта дым маленькими кольцами. Кольца табачного дыма, прежде чем разрушиться, пролетали довольно значительное расстояние. Потом я провел исследование этого явления в воде. Взяв металлическую банку, я вырезал с одной стороны небольшое отверстие, а с другой стороны натянул тонкую кожу. Налив в банку немного чернил, я опустил ее в бассейн с водой. Когда я резко ударял пальцами по коже, из банки вылетали чернильные кольца, которые пересекали весь бассейн и, столкнувшись с его стенкой, разрушались, вызывая значительные колебания воды у стенки бассейна. Вода в бассейне при этом оставалась совершенно спокойна. «Да это же передача энергии!» – воскликнул я. Это было как озарение, я вдруг понял, что такое шаровая молния и как передать энергию без проводов на дальние расстояния. Опираясь на эти исследования, я создал генератор, что генерировал эфирные вихревые кольца, которые я назвал эфирными вихревыми объектами. Это была победа. Я находился в эйфории, мне казалось, что я все могу. Я много чего наобещал, не исследовав до конца этого явления, и за это жестоко поплатился. Мне перестали давать деньги на мои исследования, а самое страшное, мне перестали верить. Эйфория сменилась глубокой депрессией, и тогда я решился на свой безумный эксперимент. Видимо, тайна моего изобретения умрет вместе со мной. После своих неудач я стал более сдержанным на обещания. Работая с эфирными вихревыми объектами, я понял, что они ведут себя не совсем так, как я думал раньше. Выяснилось, что при прохождении вихревых объектов вблизи металлических предметов они теряли свою энергию и разрушались, иногда со взрывом. Глубокие слои Земли поглощали их энергию так же сильно, как и металл. Поэтому я мог передавать энергию только на небольшие расстояния. Тогда я обратил внимание на Луну. Если послать эфирные вихревые объекты к Луне, то они, отразившись от ее электростатического поля, вернутся обратно на Землю на значительном удалении от передатчика. Так как угол падения равен углу отражения, то энергию можно будет передавать на очень большие расстояния, даже на другую сторону Земли. Я провел несколько экспериментов, передавая энергию в сторону Луны. В ходе этих экспериментов выяснилось, что Земля окружена электрическим полем. Это поле разрушало слабые вихревые объекты. Эфирные вихревые объекты, обладавшие большой энергией, прорывались через электрическое поле Земли и уходили в межпланетное пространство. И тут мне в голову пришла мысль, что если я смогу создать резонансную систему между Землей и Луной, то мощность передатчика может быть очень маленькой, а энергию из этой системы можно извлекать очень большую. Произведя расчеты, какую энергию можно извлечь, я удивился. Из расчета следовало, что энергии, извлеченной из этой системы, достаточно, чтобы полностью разрушить большой город. Тогда я впервые понял, что моя система может быть опасна для человечества. Но все же я очень хотел провести свой эксперимент. Втайне от других я начал тщательную подготовку своего безумного эксперимента.
Прежде всего, мне надо было выбрать место эксперимента. Для этого лучше всего подходила Арктика. Там не было людей, и я никому бы не причинил вреда. Но расчет показал, что при нынешнем положении Луны эфирный вихревой объект может ударить по Сибири, а там могли жить люди. Я пошел в библиотеку и стал изучать информацию по Сибири. Информации было мало, но все же я понял, что людей в Сибири почти нет. Свой эксперимент мне нужно было сохранить в глубокой тайне, иначе последствия для меня и для всего человечества могли оказаться очень неприятными. Меня всегда мучает один вопрос: во благо ли людям будут мои открытия? Ведь давно известно, что все изобретения люди применяли для истребления себе подобных. Для сохранения моей тайны очень помогло то, что многое оборудование в моей лаборатории к этому времени было демонтировано. Однако то, что мне нужно было для эксперимента, я смог сохранить. Из этого оборудования я в одиночку собрал новый передатчик и подключил его к излучателю. Эксперимент с таким количеством энергии мог быть очень опасен. Если я ошибусь в расчетах, то тогда энергия эфирного вихревого объекта ударит в обратном направлении. Поэтому я находился не в лаборатории, а в 2 милях от нее. Работой моей установки управлял часовой механизм. Принцип эксперимента был очень простой. Для того, чтобы лучше понять его принцип, необходимо сначала разобраться, что представляет из себя эфирный вихревой объект и шаровая молния. В принципе, это одно и то же. Отличие только в том, что шаровая молния – это эфирный вихревой объект, который видно. Видимость шаровой молнии обеспечивается большим электростатическим зарядом. Это можно сравнить с подкраской чернилами водяных вихревых колец в моем эксперименте в бассейне. Проходя через электростатическое поле, эфирный вихревой объект захватывает в нем заряженные частицы, которые вызывают свечение шаровой молнии. Чтобы создать резонансную систему Земля-Луна, необходимо было создать большую концентрацию заряженных частиц между Землей и Луной. Для этого я использовал свойства эфирных вихревых объектов захватывать и переносить заряженные частицы. Генератором в сторону Луны излучались эфирные вихревые объекты. Они, проходя через электрическое поле Земли, захватывали в нем заряженные частицы. Так как электростатическое поле Луны имеет ту же полярность, что и электрическое поле Земли, эфирные вихревые объекты отражались от него и опять шли к Земле, но уже под другим углом. Вернувшись к Земле, эфирные вихревые объекты снова отражались электрическим полем Земли обратно к Луне и так далее. Таким образом производилась накачка заряженными частицами резонансной системы Земля-Луна, электрическое поле Земли. При достижении в резонансной системе необходимой концентрации заряженных частиц она самовозбуждалась на своей резонансной частоте. Энергия, усиленная в миллион раз резонансными свойствами системы, в электрическом поле Земли превращалась в эфирный вихревой объект колоссальной мощности. Но это были только мои предположения, а как будет на самом деле, я не знал. Я очень хорошо помню день эксперимента. Расчетное время приближалось. Минуты тянулись очень медленно и казались годами. Я думал, что сойду с ума от этого ожидания. Наконец наступило расчетное время. И ничего не произошло. Прошло еще 5 минут, но ничего необычного не происходило. Разные мысли лезли мне в голову. Может, не сработал часовой механизм или не сработала система, а может быть, ничего и не должно происходить. Я был на грани безумия, и вдруг мне показалось, что свет на мгновение померк, а во всем теле появилось странное ощущение, как будто в меня воткнули 1000 иголок. Скоро все кончилось, но во рту остался неприятный металлический привкус. Все мои мышцы расслабились, а в голове шумело. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Когда я вернулся в свою лабораторию, то нашел ее практически целой, только в воздухе сильно пахло гарью. Мною опять овладело томительное ожидание, ведь результатов своего эксперимента я не знал. И только потом, прочитав в газетах о необычных явлениях, я понял, какое страшное оружие я создал. Я, конечно, ожидал, что будет сильный взрыв, но это был даже не взрыв, это была катастрофа. Журналисты в газетах прозвали ее взрывом Тунгусского метеорита. После этого эксперимента я твердо решила, что тайна моего изобретения умрет вместе со мной. Конечно, я понимал, что кто-нибудь другой может легко повторить этот безумный эксперимент.
Но для этого надо было признать существование эфира, а наш научный мир все дальше уходил в сторону от истины. Я даже благодарен Эйнштейну и другим за то, что они своими ошибочными теориями увели человечество с этого опасного пути, по которому шел я. И может быть в этом их главная заслуга. Может быть лет через 100, когда разум у людей возьмет верх над животными инстинктами, мое изобретение послужит на пользу людям. Работая со своим генератором, я заметил одно странное явление. При его включении явно ощущался ветерок, дующий в сторону генератора. Сначала я подумал, что это связано с электростатикой, потом я решил проверить это. Свернув вместе несколько газет, я зажег и сразу потушил их. От газет повалил густой дым. С этими дымящими газетами я обошел вокруг генератора. Из любой точки лаборатории дым шел к генератору и, поднимаясь над ним, уходил вверх, как в вытяжную трубу. Когда генератор был выключен, это явление не наблюдалось. Обдумав это явление, я пришел к выводу. Мой генератор, воздействуя на эфир, уменьшает силу тяжести. Чтобы удостовериться в этом, я построил большие весы. Одна сторона весов была расположена над генератором. Для исключения электромагнитного влияния генератора весы были изготовлены из хорошо просушенного дерева. Тщательно уравновесив весы, я с большим волнением включил генератор. Сторона весов, которая располагалась над генератором, быстро пошла вверх. Я машинально выключил генератор. Весы пошли вниз и стали колебаться, пока не пришли в равновесие. Это было похоже на фокус. Я нагружал весы балластом и, изменяя мощность и режим работы генератора, добивался их равновесия. После этих опытов я задумал построить летательную машину, которая могла бы летать не только в воздухе, но и в космосе. Принцип работы этой машины заключается в следующем. Установленным на летательной машине генератором в направлении ее полета удаляется эфир. Так как со всех других сторон эфир продолжает давить с прежней силой, то летательная машина начнет двигаться. Находясь в такой машине, вы не будете чувствовать ускорения, так как эфир не будет препятствовать вашему движению. К сожалению, от создания летательной машины мне пришлось отказаться. Это произошло по двум причинам. Во-первых, для тайного проведения этих работ у меня нет денег. Но самое главное, в Европе началась большая война, а я не хочу, чтобы мои изобретения убивали. Когда же эти безумцы остановятся? Послесловие. Прочитав эту рукопись, я стал по-другому смотреть на окружающий нас мир. Теперь, располагая новыми данными, я все больше убеждаюсь, что Тесла во многом был прав. В правоте идей Тесла меня убеждают некоторые явления, которые современная наука объяснить не может. Например, на каком принципе летают неопознанные летающие объекты НЛО? В их существовании, наверное, никто уже не сомневается. Обратите внимание на их полет. НЛО могут мгновенно ускоряться, менять высоту и направление полета. Любое живое существо, находясь в НЛО согласно законам механики, было бы раздавлено перегрузками. Однако наверняка этого не происходит. Или другой пример. При пролете НЛО на низкой высоте автомобильные двигатели останавливаются, а свет в фарах гаснет. Теория эфира Тесла хорошо объясняет эти явления. К сожалению, то место в рукописи, где описан генератор эфирных вихревых объектов, сильно пострадало от воды. Однако из этих обрывочных данных я все же понял, как работает этот генератор. Но для полной картины не хватает некоторых деталей, и поэтому нужны эксперименты. Выгода от этих экспериментов будет огромной. Построив летательную машину Тесла, мы сможем свободно летать во Вселенной, и уже завтра, а не в далеком будущем, освоим планеты Солнечной системы и достигнем ближайших звезд. Послесловие 2. Я провел анализ тех мест в рукописи, которые остались для меня непонятны. Для этого анализа я использовал другие публикации и высказывания Николы Теслы, а также современные представления физиков. Я не физик, и поэтому мне трудно разобраться во всех хитросплетениях этой науки. Я просто выскажу свое собственное толкование фразам Николы Теслы. В неизвестной рукописи Николы Теслы есть такая фраза: «Свет движется прямолинейно, а эфир по кругу, поэтому возникают скачки». Видимо, этой фразой Тесла пытается объяснить, почему свет движется скачками. В современной физике это явление называется квантовым скачком. Далее в рукописи приводится объяснение этого явления, но оно немного размыто.
Поэтому из отдельных сохранившихся слов и предложений я приведу свою реконструкцию объяснения этого явления. Для того, чтобы лучше понять, почему свет движется скачками, представим себе лодку, которая кружится в огромном водовороте. Установим на эту лодку генератор волн. Так как скорость движения внешних и внутренних областей водоворота различна, то волны от генератора, пересекая эти области, будут двигаться скачками. То же самое происходит и со светом, когда он пересекает эфирный смерч. В рукописи есть очень интересное описание принципа получения энергии из эфира, но оно также сильно пострадало от воды, поэтому я приведу свою реконструкцию текста. Эта реконструкция основана на отдельных словах и фразах неизвестной рукописи, а также на других публикациях Николы Теслы. Поэтому я не могу гарантировать точное совпадение реконструкции текста рукописи с оригиналом. Получение энергии из эфира основано на том, что между эфиром и веществом материального мира существует огромный перепад давления. Эфир, пытаясь вернуться в первоначальное состояние, сжимает материальный мир со всех сторон, а электрические силы вещества материального мира препятствуют этому сжатию. Это можно сравнить с пузырьками воздуха в воде, чтобы понять, как получить энергию из эфира. Представим себе огромный пузырь воздуха, который плавает в воде. Этот воздушный пузырь очень стабилен, так как со всех сторон сдавливается водой. Как же извлечь энергию из этого воздушного пузыря? Для этого надо нарушить его стабильность. Это можно сделать водяным смерчем, или если в стенку этого воздушного пузыря ударит водяное вихревое кольцо. Если при помощи эфирного вихревого объекта мы то же самое проделаем в эфире, то получим огромный выброс энергии. В качестве доказательства этого предположения приведу пример. Когда шаровая молния соприкасается с каким-нибудь предметом, то происходит огромное выделение энергии, а иногда и взрыв. По-моему, этот принцип получения энергии из эфира Тесла использовал в своем эксперименте с электромобилем на заводах Буффало в 1931 году. Вы услышали рукопись, найденную в старом пожарном шлеме на уличной распродаже в Нью-Йорке, США. Предполагается, что автором рукописи является Никола Тесла. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Существует ли эфир на самом деле? Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.